Алексей возвращался домой после 7 лет отсутствия. Вернее, сделал попытку вернуться. Он не знал, что его ждет в родной деревне после стольких лет, и что стало с его семьей. Ведь он не звонил и не писал им письма все эти годы. А все потому, что он их бросил, и как думал, что навсегда. Но жизнь ему дала такой разворот, что сегодня ему негде было жить, и он решил пойти на поклон к жене и сыну, с которыми когда-то так подло поступил. Он смотрел в окно автобуса, такое все знакомое, вместе с тем забытое вокруг. Нужно подумать о том, где остановиться. Идти сразу домой к Надежде он опасался, вдруг не обрадуется. Когда-то он был первый парень на селе, мог выбрать для себя любую девушку. Вот он и выбирал, то с одной погуляет, то с другой закрутит роман. А Надежда была в него влюблена просто до потери памяти. Он это видел и чувствовал, но девушка она была неприступная и воспитанная. И Алексей решил взять эту крепость во что бы то ни стало, а дальше видно будет. Долго он бился, прежде чем она сдалась. Надя искренне считала, что сначала брак, а потом уже все остальное, но все-таки поверила Алексею. Наговорил он ей много всего, но на самом деле жениться на ней не собирался. Хотя девушка она красивая была, нравилась ему, но и других видных девчат в селе было много. В общем, решил, что еще погуляет вдоволь, а тут вдруг неожиданная новость. Надя беременна. Он тогда еще хотел сбежать из деревни, но вмешался его отец. Прокляну, если своего ребенка бросишь. Не было еще такой подлости в нашей семье. Испортил девку, женись. И он женился. Правда, сначала пытался уговорить Надю на аборт, даже деньги давал на операцию, но она наотрез отказалась. Жили они поначалу неплохо, сын родился, все как у всех. Но Алексей все равно частенько ходил тайком налево, особенно когда был в городе в командировках. А когда Ванюша был маленький, лет 5 ему было, как-то неудачно упал с велосипеда. И все как отрезало, как будто ходить разучился. Надежда сразу ушла с работы. Они с тех пор с сыном и дома не бывали, все по больницам да по обследованиям. Много времени она проводила с сыном, а все расходы на лечение легли на плечи Алексея. Он старался, целых 3 года, ну сколько можно. Ему тогда только 30 исполнилось, такой возраст, когда хочется жить и дышать полной грудью. Несколько раз он пытался объяснить жене, что все это лечение совершенно бесполезно. «Надя, да пойми ты, наконец, если сразу ничего не смогли сделать, то теперь-то уж точно не смогут. Зачем без толку деньги переводить? Что же ты говоришь, Лёша? Это ведь наш сын, нужно хвататься за любую возможность. Понимаешь? Я вот узнала, что в Москве ему могут сделать операцию и поставить на ноги, правда нужна приличная сумма денег. Я уже начала откладывать. Понимать-то я понимаю, но почему я с утра до ночи должен вкалывать? Я даже съездить никуда не могу дальше деревни». Надя слегка опешила. «Надя, я еще молодой, а работаю просто в воздух. Не знаю, долго ли я так протяну». Пока жена с ребенком жили постоянно в стационаре, Алексей завел себе любовницу в городе. В общем, он ушел из дома, еще и деньги все прихватил, что Надежда откладывала на операцию сына. Женщина на коленях умоляла, только не сейчас, просила она, но у него уже в городе было готово теплое место без детей и семейных забот. А деньги – это компенсация за то, что он оставляет им весь дом. На пороге Алексей оглянулся и поймал на себе взгляд сына. Это был не детский взгляд, в нем читалось отвращение и ненависть. Мужчине даже не по себе стало от этого взгляда. И вот через долгих 7 лет он остался без ничего. Любовница выставила его из дома в чем был. Ему некуда было идти, и он решил, что его примут обратно в семью. Мужчина вышел из автобуса и потихоньку пошел знакомой дорогой. Да вот только дома его уже не было. На его месте красовался двухэтажный особняк с ухоженной территорией и дорогим автомобилем. Алексей подошел к калитке, как вдруг огромный пес с громким лаем выскочил ему навстречу. Казалось, этот зверь сейчас целиком проглотит непрошенного гостя. Но мужчина не уходил, хотел уточнить у новых хозяев, куда переехала его семья. Наконец дверь дома открылась, и на пороге появился молодой человек, в руках у него было ружье. Кулаки сжаты, глаза темные. Он молча навел на Алексея прицел. Господи, да это же Ваня, узнал отец собственного сына.
И он опять увидел тот самый взгляд. «Сынок, ты что это? Опусти ружье, это ведь я, твой отец». Но Иван продолжал молча целиться в него. Пес уже не бросался на непрошенного гостя, а сидел рядом с парнишкой и как будто закрывал его собой от любой беды. Алексей еще раз обратился к нему. «Сынок, отпусти ружье, надо поговорить, я ж не чужой тебе человек». «Ты не чужой, ты хуже всех чужих», — ответил Иван отцу. «Уходи, ты украл деньги, которые были отложены на операцию. Ты оставил нас в таком положении, что и врагу не пожелаешь. Уходи и никогда не приближайся к нашему дому, а то сейчас собаку на тебя спущу». Алексей заметно струхнул, стал пятиться назад и в этот самый момент столкнулся с Надеждой. Она сразу узнала его, но прошла, как мимо пустого места. Мужчина попытался с ней заговорить, но она даже не обернулась на его голос. «Не надо, сынок. Зачем портить себе жизнь из-за такого? У тебя все впереди». Она мягко забрала из рук Ивана ружье, заманила в дом собаку и закрыла дверь изнутри. Алексей еще немного постоял у калитки, а потом пошел к своему дружку Витьке. «А что ты сразу ко мне не пришел, а попёрся к Наде?» – удивлялся друг. Думала она одна, ведь так любила, в ногах ползала, чтобы не бросал, ботинки целовала. Алексей был не просто удивлен, он был поражен. Откуда у них такое состояние? Новый дом, машина. «Сволочь же ты, Леха», — упрекнул его дружок. «А то, что сын твой своими ногами ходит, этого ты даже не заметил. Я больше на ружье смотрел», — оправдывался Алексей. «Так откуда все это? А все через собаку ту самую, видел во дворе лохматая бегает. Тут один бизнесмен купил в нашей деревне дом олигархов местных. Так вот, а с ним собака эта. И стали они с ней на охоту в лес ходить. И как-то в один из дней пес убежал со двора в лес и потерялся. Мужик искал его, звал, но тот пропал бесследно. А через 3 дня его грязного и слабого привела домой Надежда. Она за грибами пошла и услышала, как лает пес, на помощь зовет. Оказалось, что он в болото забрел, там и провалился. Уж как его не затянуло совсем, не знаю. И как хрупкой женщине такую махину вытащить из болота удалось, тоже не представляю, но тем не менее. Вернула она хозяину его любимца живым. Ну, тот вроде поблагодарил, даже вознаграждение какое-то дал. А дальше интереснее события развивались. Пес так прикипел к своей спасительнице, что каждое утро оказывался на ее крыльце. Хозяин его домой заберет, а он опять к дому Надежды. Всю ночь их с сыном охраняет. И ничего сделать невозможно. Бился с ним хозяин, бился, а потом сам к Надежде жить перебрался. Новый дом построил вместо старого, Ивану операцию за большие деньги сделал. Вот только жениться на Надежде никак не может, потому как она еще за тобой козлом замужем. Ну, а раз ты приехал, значит развод сейчас быстренько оформит. Зачем ты им теперь нужен?